Добрый день, подписчики, меня зовут Ольга. Мы снимаем видео по нанесению декоративных покрытий и некоторые вопросы о ремонте разбираем по запросу подписчиков, во-первых. А во-вторых, иногда это спасает нас от лишнего разговора в магазине, потому что эти вопросы очень часто приходится обсуждать, а наш канал смотрят в том числе наши покупатели. Так вот, рассказывая вот эти некоторые моменты, мы освобождаем себя также от лишних разговоров в отделе. Сегодняшняя тема. На что обратить внимание при выборе краски. То есть вы покупаете краску для потолков, для стен, ну то есть интерьерную, допустим, да, также и фасадная, я думаю, туда же относится. Ну, рассмотрим сегодня вот краски. Вы приходите в магазин и смотрите, какая хорошая краска, она стоит 600 рублей, мне она подходит, все, берем. А рядом стоит то же самое ведерко, оно стоит 1500, но нет, она слишком для меня дорого, не берем. Так вот, это не совсем верно. На краску надо обращать внимание не только на стоимость. Я вообще не говорю сегодня о качестве покраски, об однородности. То есть, когда вы красите, стена должна быть однородная, краска не должна полосить, вот такими полосами оставаться. Она должна быть, допустим, белого цвета, а не желтого, серого или еще какого-нибудь там. То есть, мы не говорим о качестве, а говорим именно о покупке, о стоимости. Вот смотрите, красок на самом деле много, но вот я 4 достала, они у нас в кадр попадают. Например, пойдем с дешевой. Краска W2. Это один и тот же, кстати, завод. На что мы обращаем внимание? У нее цена 700 рублей за это ведерко. У всех этих банок примерно один и тот же объем. То есть 2,5 литра, 2,7 литра, 2,7, 2,7. Ну, то есть один и тот же объем. Вот эта краска стоит 700 рублей. Дальше, на что вы должны обратить внимание? На какую площадь хватит вот этой банки? Эта площадь написана на банке всегда. Она написана с расчетом одного слоя. Ну, неважно, каждая банка написана на один слой. И вот этой баночки хватит на 23 квадратных метра. 23 квадратных метра в один слой. И она стоит 700 рублей. Следующая банка стоит 1100. Эта банка дороже. Но ее хватит уже на 35 квадратных метров. Это также написано на ведре. Соответствует, кстати. То есть я думаю, что все краски должны соответствовать. Ну вот парад, в частности, точно соответствует. Так вот, эта банка дороже, но это не говорит о том, что она прямо супер дороже. У нее расход выгоднее на 35 квадратных метров. Вот это нужно смотреть, это важно. Это одна из важных. Дальше. Смотрим, например, еще одну краску, которая еще дороже, и у нее уже расход на 40 квадратных метров. То есть это маленькая баночка, и это действительно так, расход у них у всех разный. То есть одна краска ложится более экономично. А также вы можете прийти в магазин, увидеть краску за 500 рублей, ну там за 300, неважно за сколько. И подумать, о, это та же самая банка, такого же размера, она стоит там 500, а та стоит 1000. Но вот этой банки, которая за 500, ее вам может хватить на 5 квадратов всего лишь. И в итоге вместо вы одной купите 3 штуки. То есть надо на это обращать внимание. Также стойкость к мытью. Например, на этой банке, которая самая дешевая у нас в данном случае рассматривается, на ней вообще не написано, какая у нее, ну то есть какой класс стойкости к мытью. На ней просто написано краска акриловая, легкая влажная уборка. То есть краска выдерживает легкую влажную уборку. А вот на соседней, которая чуть дороже, у нее уже написано класс стойкости к мытью. Вот он здесь где-то, сейчас, минутку. Так. Ну, вырежем потом лишнее. Вот, написано 3-й класс стойкости к мытью. То есть 3-й класс это достаточно такой низкий класс, она не особо моющая, ее можно легонечко протереть. Так вот это вот 3-го класса стойкости к мытью, а на этой банке, на дешевой, даже не указан этот класс. 3-й класс стойкости к мытью. 1-й класс. То есть вообще вот эта банка, которая еще дороже, она еще более влагостойкая, у нее 1-й класс. То есть ее прямо можно мыть. Это же важно, но особенно если это кухня, коридор, например, да, это же важно. И также мы берем дорогую краску, у которой самый выгодный расход. Этой маленькой баночки хватает на самую большую площадь.
У нее также указан класс стойкости к мытью вот здесь вот в описании. То есть у нее первый класс стойкости к мытью. Вот это две важные вещи. Также краски отличаются по степени блеска. Они бывают матовые, полуматовые. Но это уже не так влияет на цену. И это не влияет на мои советы. Это как вам нравится. Еще такой момент. Матовая краска, она незначительно прячет дефекты, какие-то мелкие царапинки. Она не то чтобы их прям прячет. Она просто их не выявляет. То есть вы их не видите издалека. А вот, например, уже полуматовые краски, они поблескивают, они выявляют дефекты. То есть на блестящих поверхностях более видны всякие дефекты. Это вот тоже такой момент. На сегодня все. Мы рассмотрели два важных вопроса, которые чаще всего задают клиенты в нашем отделе. Поэтому мы для вас их озвучили, чтобы, может быть, вам вдруг пригодится. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы в комментариях. Может быть, у вас есть какая-то важная тема, важный вопрос. Мы снимем видео на эту тему. Всем пока!